Всем привет! Вы на канале о фильмах по-новому, с вами Алиса. Прежде чем мы начнем, прошу поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал, ведь это лучшая благодарность за наш труд. Сегодня мы поговорим о грядущем блокбастере «Аватар 2». В этом обзоре мы собрали всю известную информацию на данный момент. Так что садитесь поудобнее, наливайте чаечек, мы начинаем. Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал в недавнем интервью Арнольду Шварценеггеру, что съемки «Аватара 2» завершены, а съемки «Аватара 3» завершены на 95%, и они будут закончены после того, как он представит картину «Аватар 2» публике. Оскароносный режиссер, который одновременно снимает «Аватар 2» и «Аватар 3» в Новой Зеландии, сказал Шварценеггеру: Наша съемочная группа потеряла 4,5 месяца производства из-за коронавируса. Пандемия заставила киностудию Disney перенести дату выхода фильма на декабрь 2022 года. Но это не значит, что у меня есть дополнительный год, чтобы закончить фильм, потому что день выхода «Аватара 2» мы просто начнем работать над завершением «Аватара 3». Итак, где мы сейчас находимся? Я нахожусь в Новой Зеландии на съемках. Мы снимаем оставшуюся часть живого действия. У нас осталось около 10%. Мы на 100% готовы к «Аватару 2» и на 95% закончили «Аватар 3». Кэмерон говорит именно о съемках живых действий, но для фильма также требуется много виртуального производства и визуальных эффектов, поэтому вряд ли «Аватар 2» мог бы выйти сейчас. Также Кэмерон сказал, что если второй и третий фильм будут иметь успех, то он снимет четвертую и пятую часть картины про народ Нави. Мы можем работать, стрелять и вести здесь более или менее нормальную жизнь, поэтому нам очень повезло. Я не вижу никаких препятствий на пути к завершению обеих картин. Съемки «Аватара 2» в Новой Зеландии были большим преимуществом, потому что в стране по-прежнему один из самых низких показателей COVID-19. На данный момент известно, что «Аватар 2» должен выйти в кинотеатр 16 декабря 2022 года, а «Аватар 3» 20 декабря 2024 года. В картину вернется Стивен Лэнг в роли сурового полковника Майлза Кворича. Мало того, что грубый злодей из фильма опять появится в «Аватаре 2», также еще Кэмерон подтвердил, что его персонаж примет участие во всех последующих сиквелах, несмотря на то, что он ранее умирал в первой части картины. Фишкой воскрешения главных героев пользуются многие кинокомпании, особенно в те моменты, когда мы не видим, как именно умирает персонаж. А в случае, когда мы наблюдаем, как герой фильма испускает последний дух на глазах у зрителей, то они больше не возвращаются. Нестандартное решение, Кэмерон так держать. Сэм Уорктингтон также вернется в роли Джейка Салли, превратившегося в человека Нави, хотя справедливо сказать, что его успех не отражал успех Зои Саланды, сыгравшую вторую половинку Джейка. Богиня научной фантастики Сигурни Уивер также вернется в кадр. Изучив новый сценарий, Сигурни сказала: Прочитав все 4 сценария «Аватара», я думаю, что они абсолютно экстраординарные и стоят ожидания. Мэтт Джеральд вернется в роли капрала Лейла Уэйнфлита. Уна Чаплин из «Игры престолов» и Клифф Кёртис из «Бойтесь ходячих мертвецов» присоединятся к сиквелам, а Эдди Фалько сыграет нового персонажа генерала Ардмора. Мишель Йео из «Звездного пути» также присоединилась к актерскому составу в роли ученого доктора Карины Моук. Ну и на десерт, звезда фильма «Форсаж» Вин Дизель также появится в грядущей части «Аватара». Хотя мы называем их «Аватар 2» и «Аватар 3», но официального подтверждения того, как они действительно будут называться, еще не было. Однако BBC сообщила, что фильмы могут называться «Аватар. Путь воды», «Аватар. Несущий семя», «Аватар. Всадник Тулкуна» и «Аватар. В поисках Эйвы», которые, как позже подтвердил Кэмерон, являются потенциальными названиями, но могут подлежать изменению. Некоторые подробности о сиквеле можно почерпнуть, взглянув на фотографии из «Аватара 2», но фанатам потребовалось участие Кэмерона, чтобы подтвердить одну ключевую деталь фильма. По словам режиссера, в «Аватар 2» будет 8-летний скачок времени, а вместе с ним и новый персонаж. У наших главных героев из первого фильма Джейка и Нейтири будет дочь, которой в начале «Аватара 2» будет 8 лет. Продюсер Джон Ландау сообщил, что и «Аватар 2», и его последующие части будут посвящены семье как основной теме, в то время как сами фильмы также будут функционировать как отдельные истории.
Несмотря на уверенность некоторых фанатов в том, что «Аватар 2» не побьет «Мстители. Финал» по кассовым сборам, решение сделать сериал семейной франшизой – это действительно хитрое решение, которое может улучшить шансы создателя на победу. Каждая часть картины — это отдельный фильм, который мы хотели бы посмотреть. Вам не обязательно видеть первый «Аватар», чтобы видеть «Аватар 2». И мы собираемся провести людей в визуальном эмоциональном путешествии, которое приведет к своему собственному завершению. Решение, вероятно, призвано отразить фокус MCU на широком спектре героев, а не только на одиночном главном герое. Ландау подтвердил, что «Аватар 2» и части франшизы, следующей за фильмом 2022 года, будут повествовать об истории одной семьи через масштабную многосерийную сагу, мало чем отличную от саги о Скайуокере «Звездные войны». По словам Кэмерона, большая часть действий будет происходить под водой. Это создало некоторые необычные проблемы для режиссера, который последние десятилетия провел, адаптируя захват движения, используемый в «Аватаре» для работы под водой. Поскольку вода на экране себя ведет не так, как воздух, постановке потребовалось несколько лет, чтобы разработать камеры альтернативы захвату движения, необходимые для этих сцен. В то же время актерскому составу «Аватара 2» нужно было отточить свои способности задерживать дыхание, поскольку Кэмерон не использует акваланг при съемке актеров под водой. Продюсер «Аватара 2» показал Кейт Уинслет под водой. Актриса будет играть роль морского персонажа. Кейт рассказала, что ей пришлось интенсивно тренироваться, чтобы научиться долго находиться под водой без систем жизнеобеспечения. По ее словам, самое длинное погружение составило 7 минут и 14 секунд. Кстати, актриса Сигурни Уивер также приняла участие в серии подводных съемок для фильма «Аватар 2». Фотографии, запечатлевшие это событие, были опубликованы на официальном аккаунте проекта в Instagram. Сигурни никогда не стеснялась выполнять трюки самостоятельно, даже когда речь идет о работе под водой. Несложно догадаться, что во второй картине «Аватара» подводному миру будет уделено большое количество времени. Вспомним, что о морских жителях в первой части фильма не было даже и речи. Также, если кто-то не видел, хочу поделиться с вами концепт-трейлером, который фанаты сделали сами. Ссылку на оригинал оставлю в описании. I gotta do something. You know this isn't a good idea. It's crazy, but it's all I got. Standing by for your go. You believed you'd be the one to unite our two worlds. Now I need something more. Получилось довольно неплохо, но все же хотелось бы посмотреть на официальный трейлер. Напоследок хочу напомнить, что совокупный бюджет всех продолжений оценивается в $1 миллиард, что делает проект одним из самых дорогих в истории кинематографа. Кассовые сборы первой части «Аватара» достигли $2,74 миллиардов, и это был рекорд. Однако эту цифру обогнала картина «Мстители. Финал», собрав при этом невообразимых $2,79 миллиардов, оторвавшись от соперника на 50 миллионов зеленых Джорджев Вашингтонов. Некоторые аналитики считают, что рекорд по кассовым сборам «Мстителей» будет сложно побить второй части о Пандоре, но сразу хочу заметить, что рейтинг ожидания этой картины просто зашкаливает. Напомню, что фанаты «Аватара» ждут продолжения аж с декабря 2009 года, а информация, которой с нами делится режиссер со съемочной площадки, только подливает масло в огонь. Дорогой зритель, ну и на этой ноте наш выпуск подошел к концу. Мы надеемся, что он вам очень понравился, и вы не забудете поставить лайки и подписаться на наш канал. Также, пользуясь случаем, хочу вас поздравить с наступившим Новым годом и Рождеством. Всем удачи, с вами была Алиса, до новых встреч!